Хорошо, когда мы говорим о том, чтобы обойти соперника, мы имеем в виду, что ты находишься здесь на поле в центре, а защитник вот здесь слева. Это левый защитник, а ты правый нападающий в этой ситуации. И у тебя есть возможность убрать его с дороги, если ты направишь мяч в центр поля. Это значит, что он окажется позади тебя, а ты будешь между ним и мячом, и он по сути не сможет помешать тебе. Самая распространенная ошибка, которую совершают игроки в этой ситуации, вместо того, чтобы ударить по мячу под углом, чтобы обойти соперника, они бьют прямо. Вот в чем дело. У этого защитника есть преимущество, потому что он быстрее тебя, потому что он не ведет мяч, а ты ведешь. Поэтому есть большая вероятность, что он тебя догонит. Если ты не уберешь его с дороги, если не встанешь между ним и мячом, он сможет тебя догнать и сделать подкат. Поэтому, как только у тебя появляется возможность обойти соперника, ты это делаешь. Потому что теперь он должен принять решение, позволить тебе пройти или сбить тебя с ног. Если он позволит тебе пройти, ты будешь в отличной форме. Если он тебя собьет, твоя команда получит штрафной удар в опасной зоне, и велика вероятность, что он будет наказан за этот фол. Поэтому, если есть возможность, нужно обойти защитника, направив мяч в центр поля и убрав его с дороги. Давай я объясню тебе по-другому. Если ты ударишь по мячу прямо перед собой, защитница будет тебе благодарна, потому что у нее появится шанс перехватить мяч и отобрать его. Поэтому, когда у тебя будет возможность обойти ее, ты должен воспользоваться этим, ты должен ударить по мячу, ты должен повернуть за угол. В этом примере у нападающей в белом есть шанс повернуть за угол, но вместо этого она бьет прямо перед собой. Это дает защитнице возможность перехватить мяч и отобрать его. Вот. И снова здесь нападающая могла бы ударить по мячу под углом, чтобы обойти защитницу и забить гол. Но она этого не делает, и защитница перехватывает мяч и выбивает его. Теперь нападающая бьет по мячу, чтобы обойти защитницу и заработать пенальти. Здесь у защитницы есть только два варианта – сфалить на нападающей или дать ей пройти. Поскольку она уступает, нападающая создает опасную ситуацию в штрафной. Помните игрока, который не смог обойти защитницу в предыдущем примере? Посмотрите на нее через 3 года, как она агрессивно использует свое тело, чтобы заблокировать защитницу. Посмотрите, как она смело врезается в защитницу, чтобы защитить мяч. Ее готовность врезаться в защитницу позволяет ей создать опасную атаку, которая приводит к голу.